突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。Здрасте всем еще раз. У меня был отключен микрофон, прошу прощения. Камбанва. Кирору говорит Канбанва. Да. Так вот, это третья часть по прохождению морских фонарей. Что происходит? Секундочку. Вот. Я надеюсь, что это будет заключительная серия. Мы здесь все пройдем. Сейчас я кое-что сделаю. Вот. Эндрюс говорит всем йоучик. Йоучик. Что-то новенькое. Здравствуйте. Здрасте. Епрлай говорит хей-хей. Хей-хей. Здрасте. Так, здесь я сделал, здесь сделал. Все, везде сделал. Я молодец. Погнали. Что такое? ТикТок, у вас все хорошо? Я ТикТок не вижу. Всем здрасте. Сейчас с ТикТоком беда случилась. Вот. Так, ТикТок. Но если ТикТок не появится, я не виноват. Да, ТикТок убан. Ладно, пойдемте. Без лишних слов мы пойдем проходить. Куда мы пойдем? Вот это искусство. Подождите 2 дня. Стоп. Не то же. Сюда. Вот это, кстати, я все собрал. У меня 12 круток. Китик, здравствуй. Ли, здравствуйте. Так, вот. Тетрис я прошел, получил 1 000 000 примагемов, и теперь вот это нам нужно, правильно? Здрасте. Тизерок сегодня планируется. Ну, может, в конце стрима сделаем, посмотрим. Это он и есть? Ой, блин. Игра булит меня. Вот это? Гильдия искатель неожиданно встречен. Я не понимаю, или где? Подождите 2 дня. Осталось 1 час. Что это, как это понимать? Давайте подождем 2 дня. Два дня промотай. Да-да-да. Ты булишь меня. Кто тебя булит? Анна, здравствуйте. Санатомек, здравствуйте. Риви, привяу. Саяночка, здравствуй. Кэт Лов, привет. Как ты долго тикаешь, ужас. Отвратительно. Так, кстати, достижение. У меня есть какое-то достижение. Священный призыв 7. Яростный ответ. Вызовите в победной игре элементальные реакции X150. Ну, видимо, было. Всем привет и пока. Сегодня как раз день, когда Нингуан велела собраться снова. Пора на террасу. Давай. Только закончила проходить. Кассена прекрасно. Скажите, пожалуйста, мне долго еще проходить? Далеко ли я от конца? Вы уже видели мой конвертик, я специально для вас делала. А как посмотреть, я не знаю. Куда тыкать? Скажите, я посмотрю. Не это. Приятного праздника фонарей. Спасибо, чатик. Всех с праздником морских фонарей. Думаю, за часик пройдем. Ой, это хорошо прям. Это прям хорошо. Так, давайте я сейчас еще 1 раз попробую. С ТикТоком прям беда какая-то. Я не виноват, ТикТок не хочет работать. Нажми на компас этот. Нажал. Удача. Тестовый забег. Окей, ну... Подарочные конверты, вижу. Сделать подарочный конверт. Полученные подарочные... Шэньхэ. Я получил от Шэньхэ. Но это мы читали же.
Дорогая путешественница, я не очень хорошо разбираюсь. Да. Это мы получали. Может быть, мне нужно пройти до конца? А, вот, подожди. Колонка конвертов. Сохранить, добавить. Это то? Ну, нет, это ложь какой-то. Нет, это рандомный. Ну вот. Подарить конверт. Я могу подарить конверт. Может быть, мне нужно закончить что-то, чтобы получить конверты. Потому что сейчас у меня нету. Сделать новый подарочный. Давайте пройдем, потом посмотрим. Не приходит. Я в поддержку написала. Забей пока. Окей. Значит, там, видишь, проблема какая-то. Технические шоколадки, все дела. Я, кстати, купил эти фонари. 100 штук. Можно будет запустить, посмотреть. Можно в коопе запустить, если можно. Здрасте, Назар. Так, я думаю, они починят, и оно придет. Поэтому это... Подождем. Ну ты, если что, пока вдруг они там что-то сломают, ты зайди, сделай скриншотик. Если не починят, отправишь в группу в телеге. 1000? Дорого. Не хочется 500 тысяч тратить. О, бей. 10. А сколько всего их? Ты же миллиардер, ну конечно. Так, можно я сейчас попью? Угу, сейчас утону. А то сейчас читать будем. Так. Ух ты! Все уже здесь. Привет, Пайман. Хорошо отдохнула? Да, отлично, спасибо. Как обстоят дела? С тех пор, как мы виделись в последний раз, число пациентов в гавани Лиуэ выросло. А еще двоюродная сестра написала мне. Она говорит, что в порту Илон люди начали болеть. О нет, теперь бедствия добрались и до порта Илон. Угу. Но как только мы решим основную проблему дыхания смерти, исчезнет из тел людей, и они быстро поправятся. Хорошая новость в том, что благодаря усилиям воли небес нам удалось определить расположение всех 8 врат. Ура! И что теперь? Сегодня вечером мы активируем ритуал и установим алтарь Хомы у каждых врат. Это позволит применить секретное искусство ритуального бюро и уничтожить дыхание смерти. Поскольку врата связаны между собой через артерии Земли, секретное искусство распространяется на весь Лиуэ. Ни одна частица дыхания смерти не ускользнет. Всем привет! Привет, Саки, привет, Эллойчка! Привет, Иван. А ты слушаешь музыку на стриме? Нет, я не слушаю музыку на стриме. Лея, какой твой любимый персонаж? Это Чиори. Пипидастер, привет. Зеркало показывает лишь то, что ты готов увидеть. Не совсем понял. Так. Угу. Это будет самое масштабное очищение в истории ритуального бюро. Ладно, а где находятся эти 8 врат? Можете не беспокоиться, все под контролем. На самом деле, 4 из них мы нашли еще 2 дня назад. Это Кэцинат уже отправила к вратам жизни, порту Илун и Гуаньюй к вратам тайны в городе Аоцан. Бэйдоу займется вратами ужаса и в каменном лесу. Гуюнь и Елань вратами ран в разломе. Вчера вечером мы определили расположение оставшихся 4 врат. 5-ие врата — это врата земли на Тростниковых островах и охраняет охотник на демонов. 6-е врата покоя деревни Нинце. Там будут дежурить 2 добровольцев из хижины Бубу. 7-е врата начала. Они находятся здесь, в гавани Лиуэ. Ими займемся мы с Ланьянь. А последние врата? И, наконец, врата смерти. На склоне Уван. Очевидно, это работа для госпожи Хутао. Что? Так вы уже распределили все врата? Извините, вы опоздали. Дайте мне заняться вратами смерти. Должны быть... Для меня есть тайные 9-е врата. Ну, окей. Хочешь украсть у меня работу? А вот и нет! Руки прочь!
Но врата смерти кажутся такими опасными, а ты только что вернулась из-за грани. Ты права, это самые опасные врата. Именно поэтому ими должен заниматься эксперт по жизни и смерти, как я. Если тебе нужны врата, ты можешь занять место воли небес. Путешественница, мне приятно, что ты рвешься помочь. Кстати, у нас Ланьянь, есть дело, о котором мы хотели бы поговорить с тобой. Да, верно. Но мы обсудим это, как только поговорите с госпожой Ху. Стоп. То есть, я вам все-таки нужна? Извини, но я уже сказал им, что заберу тебя ненадолго. У меня в этом году почти не было времени насладиться праздником морских фонарей, а сегодня вечером я снова уезжаю, пропущу весь праздник. Поэтому я хочу воспользоваться редкой возможностью передохнуть, чтобы раздать монеты удачи друзьям. Тогда я хотя бы смогу сказать, что отпраздновала в этом году. Хочешь составить мне компанию? Конечно. Это единственное, чего я ждала с нетерпением. Иначе я уже давно бы отправилась на склон Уван. Так ты все это время ждала нас? Ничего страшного, времени было мало. Я попросила волю небес передать мои монеты удачи всем, кто занимается вратами. Я очень благодарна им за помощь. В конце концов, я должна была быть ответственность ритуального бюро. Это должна была быть. Не стоит благодарить, госпожа Ху. Мне еще нужно навестить нескольких друзей в гавани Лиюэ. Заглянем к ним. Искусство цимень и усмиритель бед успокаивает духа и восстанавливает что-то. Сначала заглянем в хижину Бубу, иначе не успеем их застать. Так, что происходит? Всем привет! The best music for meditation. Здравствуйте. Карамелька, здравствуй. Бан, здравствуй. Так, Бубу. Идем Бубу. Я на 10 серии прохождения. Я на 10 серии прохождения? Ты в смысле на 10 серии по Геншину? Ничего себе. Хорошего просмотра тебе. Так, тик-так сломался. Здравствуйте. Хутау мечта. Так. С горизонта твоих мыслей. Что происходит? Ивент проходим, да? Да. Донат сломался. Ой. Хутау, путешественница и Пайман. Ой, Ли, спасибо, Сенька, спасибо, Кирару, спасибо, Кэтлов, спасибо, Риви, спасибо, Понка, спасибо. Спасибо за подарочки. О, не ждал увидеть вас в такой час. Мы как раз собирались отправляться в деревню Цинце. Похоже, мы вовремя. Мы пришли передать монеты удачи. О, сегодня у тебя особенно хорошее настроение, госпожа Ху. Даже надоедливый Байчжоу получит монету удачи. Конечно, хватит на всех. Вот, это тебе. Символ солнца. Ты абсолютно прав, доктор Байджу. Ты действительно очень надоедливый тип. Так что я, пожалуй, не буду желать тебе успеха в поисках бессмертия. Это только добавило бы мне работы. Солнце символизирует мир и гармонию. Я желаю, чтобы все исцелились еще до того, как доберутся до твоей двери, и тебе не пришлось бы видеть их боль и страдания. Понятно, госпожа Ху хочет, чтобы ты остался без работы, Байджу. Чаншен, вот эта монета для тебя. Дай взглянуть. Ого, символ креста. Угу. Крест означает рост, процветание и равновесие между небом и землей. Желаю, чтобы ты скорее восстановила свою силу и воспоминания о прежних днях. Так мило с твоей стороны. Госпожа Ху, я так понимаю, ты и для Цици тоже приготовила монету? Для меня? Ага, вот, это тебе символ мира, Цици. Она означает безопасное путешествие. Другими словами, в следующий раз избегай опасных мест, когда пойдешь за травами. Если бы с тобой что-то случилось, бедному Байджу придется туго, ведь ему не на кого будет изучать секреты бессмертия. И меня это тоже коснется. Если я не буду знать, где ты, как мне тебя хоронить?
Поняла. Приятно видеть, что Тэци уже отправилась после встречи с дыханием смерти на грани. Я зомби. Зомби не болеют. На самом деле Цици настояла, чтобы пойти со мной сегодня к вратам. Она хочет помочь уничтожить дыхание смерти. Плохое дыхание смерти. Оно мне не нравится. От дыхания смерти люди болеют. Байджоу их лечит. Люди умирают. Хутао их хоронит. Слишком много работы. Не переживай, Цици. Сегодня вечером мы разберемся с этим раз и навсегда. Ну что ж, мы не будем вас задерживать вас дольше. 1 минуту, госпожа Ху. Что такое? А? Постой, что ты делаешь? Ага, значит, тайное искусство работает даже без болезни. Похоже, большой шаг впереди для исследований Байджоу. Сегодня ночью тебе предстоит охранять врата смерти. Самые мрачные из всех. Наверное, это мелочь, но я передал тебе немного дополнительной жизненной силы. Пусть она поможет тебе оставаться сосредоточенной. Надеюсь, это не отразится на твоем здоровье. Об этом можешь не волноваться. Разве твой заклятый враг стал бы подрывать свои силы ради помощи сопернику? Хорошо сказано. Ну ладно, теперь я действительно ухожу. Всем пока. Удачи, Хутао. Куда дальше? Навестить Юнь Цинь. Они такие мимими, да. Тенри, я проиграл на дыхе. Поздравляю. Я поздравляю. Я считаю, что это победа. Так, секунду. 1 секундочку. Секундочку, чат. Нет, Арли лучше. Ну, не знаю. Ой, а мы сейчас опять... Ти, спасибо. Ю, спасибо за подарочек. Рун, спасибо за подарочки. Не шали. Я тебя разбанил, чтобы ты сидел, где тебе удобнее. Но не шали, пожалуйста. Так, ну что? Ой, я вижу монетку, подождите. Сколько монеток, напомните, пожалуйста. Да почему вы сочувствуете? Дехе классная. Нет! 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 Выжил. Я выжил. Я думал, я умру. Как всегда. 12. А, мне осталась 1. Блин, найти бы ее. Кстати, Тетрис прошел. Прикольно. Интересная штучка такая. Немножко механика не совсем как в Тетрисе, но прикольно. Кстати, напомню, у нас сегодня как минимум есть 13 круток будет. Вот. У меня уже откручено 45 круток. Чуть не помер дед Максим, какие глупости творишь. Алло. Говоришь. О, Юйцинь, госпожа Юнь. Так. Хутао, что привело вас сюда? О, и путешественница Спайман тоже здесь. Из-за того случая, клянусь, я не говорила тебе... Ой, простите, пожалуйста. Клянусь, я не говорила тебе ничего плохого. Они просто пытались узнать, куда ты пропала. Да нет, я здесь не из-за этого. Решила проведать подругу, если ты, конечно, не против. Да, конечно. Кстати, она принесла тебе монету удачи. Да, взгляни. Что это? Монета удачи с выгравированным символом Мерила. Одна для тебя, другая для Синьянь. Вы лучшие артисты во всей гавани Льюэ. Я желаю вам безмерных успехов. Передай, пожалуйста, монету Синьянь. Я весь день не могу ее найти. Знаю, она не пропустит твое выступление вечером.
Спасибо, Хутао, очень ценю. Но почему ты не можешь передать ей монету сама? Я бы с удовольствием, но, к сожалению, не могу пойти сегодня вечером на праздник морских фонарей. Именно поэтому я здесь. А? Почему? У тебя есть дела? Небольшая работа. Ах да, я слышала, что департамент по делам граждан сегодня вечером проведет древний ритуал. Что-то вроде возжигания огня, чтобы рассеять смог. Твоя небольшая работа как-то с этим связана? Ты проницательная, Юйцзинь. Да, именно с этим. А это опасно? Технически да, но совсем чуть-чуть. Путешественница, подтверди. Да, Хутао права. Правда? Ну уже, Юйцзинь, я понимаю, что ты не доверяешь мне. Но если путешественнице не верить, то кому тогда вообще можно доверять? Нет, я не это имела в виду. В любом случае, раз ты не можешь прийти вечером, как насчет того, чтобы прямо сейчас исполнила для тебя освещение Таудоу, простите. Как тебе идея? Это очень мило с твоей стороны. Но если уж ты сама предлагаешь, я бы лучше послушал другую песню. Ты ведь знаешь, о чем я? О май, что происходит? А? О чем речь? Извини, я не совсем понимаю. Ну как же, ты уже пела мне это раньше. О чем ты вообще говоришь? Это что, загадка? Опера Хилиада. Мы же попросили, что поспорили, проигравший должен был исполнить песню победителя, но в своем стиле. Так появилась потрясающая оперная версия Хилиада от Юйцзинь. Вы обязаны это услышать. Ну, Юйцзинь, неужели ты стесняешься петь, потому что здесь путешественница? О чем ты, конечно, нет. Ну, пожалуйста, Юйцзинь, один разочек для меня. Очень хочется снова это услышать. Ладно, спою тебе после праздника, сегодня вечером, договорились? Нет, я хочу услышать это прямо сейчас. И зачем? Ох, ну конечно, Хутао ведь та еще шалунья, о май. Всегда добивалась своего, слишком милая, чтобы ей отказать. Ла-ла-ла, жизнь прекрасна. Ты невероятная. Ладно, я спою, но, пожалуйста, не смейтесь. Ура, опера Хилиада, поехали! Хиличурл заболел, а второй на тот смотрел, третий на съедобный скал, а четвертый что помогал. Отвратительно. Браво, брависсимо! Ну что, не зря я тебя уговорила. Это было уникальное выступление, ну да. Наверное, я выгляжу нелепо. Спасибо, что пошла мне навстречу, Юйцзинь. Ты самая настоящая звезда. А теперь нам пора, у меня еще одно дело. Давай. Подожди, Хутао, скажи честно, вы ничего от меня не скрываете? Конечно нет, даже не думай об этом. Хорошо, но когда закончишь с работой, завтра или послезавтра, приходи снова, и я спою для тебя освещение Таудоу. Ладно, скажу по-другому. Хутао, путешественница, обещайте, что скоро придете на мое выступление, хорошо? Конечно, обещаем. Куда дальше? Думаю, ты уже знаешь. Мы идем в ресторан «Народный выбор». Там сидит этот бездельник. Так, я пойду. Удачи всем. Китик, давай, пока-пока. У тебя чат ТикТока отвалился, бро. Да, спасибо большое, Артем, я знаю. Чат ТикТока отвалился. Я не знаю, это сам ТикТок, к сожалению, сам сервис не работает. Я не знаю, в чем проблема. Мне нравится, что в ивентах добавили большие взаимодействия с анимацией. А про какие именно взаимодействия ты говоришь? О, я уже прошла. Ты молодец. Привет, всем привет. Кто с Алисом? Так, та-та-та. Я только что это прошла. Как тебе, понравилось? Мне пока нравится. Мне нравится этот ивент. Сказать спойлер. Не надо. Я за спойлеры забаню. Пимим, привет. Это кто? Ого, у тебя новый наряд, Сянлин. Ты выглядишь потрясающе.
Правда? Это что это говорит о моем вкусе? Намек понятен? Да-да, у госпожи Ху самый изысканный вкус в мире и все такое. Понятно. Так это подарок от Хутао? Точнее, знак благодарности. Я нашла того дизайнера одежды из Фонтейна и вкратце описала Сянлин. Она мастер своего дела, особенно мне понравилась эта шапочка в стиле гобы. Такая же миленькая и как настоящий гоба. Уруру. Здорово видеть вас обеих в новых нарядах. Вы совсем как сестры. Само собой. Ах да, Сянлин, у меня для тебя еще кое-что. Вот, держи, монета удачи. Монета карьерного роста. Пусть ты станешь еще успешнее, а ресторан «Народный выбор» так разрастется, что придется достраивать его, чтобы стал в 10 раз больше. Эх, Хутао, кажется, ты ждешь слишком много от меня. Подожди, это еще не все. Это не все. У меня есть еще 2 монеты. Одна для Синцю на семейное счастье, другая для Джун Юня на силу духа. Они, кажется, уехали в долину Чэньюй. Так что ты передай им, когда вернутся. Почему я? Ты же можешь сама им передать. Эх, да потому что мне сегодня работать, а я не хочу заставлять их ждать. Ладно, убедила. Подожди-ка, ты участвуешь в церемонии, о которой говорили в департаменте по делам граждан? Именно так. Так что церемония завершится. Как только церемония завершится, прадедушка Синцю начнет поправляться, а возлюбленный госпожи Инер станет как огурчик. Ух ты, звучит невероятно. Так вот чем ты была занята все это время. Неудивительно, что мы до сих пор не сходили поужинать. Наверное, тебе и вздохнуть было некогда. Когда все закончится, пойдем вместе поедим, договорились? Конечно, договорились. Обещай, что не бросишь нас на этот раз. Обещаю. Путешественница за мной проследит. Ну ладно, согласна. А если ты не придешь, я отправлю путешественницу за тобой, чтобы притащить тебя за стол силой. Задание принято. Отлично, договорились. А теперь нам пора. Увидимся, Сянлин. Маттане, Сянлин. Ну что, мы уже побывали в 3 местах. Кому-то еще хочешь подарить монету? Конечно, Паймон. Ты же не думала, что я про тебя забыла? Ого! Для нас тоже есть монеты? Конечно, пошли в ритуальное бюро Ваншен. Пойдем. Так, что происходит? Я пошалил за баню. Я уже прошел данный сюжет. Ну, всем классно, блин. А я еще нет. Так. Забаньте чувака в этом... на этом... Господи, забыл. На Твиче. Вот так сделаю. Хе-хе. Паймон так волнуется, интересно, какую удачу нам принесет монета. Секунду, ага, вот нашла. Это тебе, Паймон? Что означает этот символ? Символ сокровища. Я желаю, чтобы у тебя всегда было много моры, чтобы ты могла есть все, что захочешь и когда захочешь. Ого! Никто так хорошо не понимает Паймон, как ты. Спасибо, Хутао, спасибо огромное. А где моя? Не переживай, я не забыла про тебя. Дай мне минутку, я сейчас вернусь. Че у меня за монета отдельная такая? А почему ты переоделась, Хутао? Потому что мне сегодня работа, хе-хе. Я всегда всерьез отношусь к своей работе. Это мой подарок? Смотри внимательнее. Замечаю что-то необычное? Шляпа как будто бы другая, да? Ха-ха, ну конечно! Вот это наблюдательность. Наверняка ты все свободное время проводишь, любуясь моими фотографиями. Иначе как бы ты заметила такую деталь? Вот, это ветка сливы для тебя. А где моя монета? Постой! Это ведь ветка с твоей шляпы!
Да, и не просто ветка со шляпы. Это ветка с дерева, которую я сама посадила. Путешественница, у тебя так много друзей в гавани Льюэ. Уверена, что ты получишь кучу монет удачи. Я хотела тебе дать что-то особенное. Что-то, что будет напоминать тебе обо мне каждый раз, когда ты на это посмотришь. Пайман, это не нравится. Хорошо, скажу по-другому. Что-то, на что ты сможешь взглянуть, если вдруг заскучаешь по мне. Еще хуже. Что ты имеешь в виду? Я не знаю, что у тебя в голове. Я хотел сказать лишь, что я не могу быть постоянно рядом с тобой, как Пайман. Бывают моменты, когда мы не вместе. Ты напугала, Пайман. У меня тоже есть для тебя подарок. Монетка. А? Это простой, постой, этот знак? Это что, одна из легендарных королевских монет? У тебя зоркий глаз, Футау. Это королевская монета, хотя, наверное, подделка, ведь охотник на демонов сказал, что не чувствует в ней силы властелина камня. Но прежний владелец был очень важным человеком. Да, верно. Может, она и правда защитит тебя? Ого, это особенный подарок. Я его берегу. Что, я его беру? Я его беру, хе-хе, спасибо вам. Не переживайте, я буду осторожна. Ладно, уже поздно, а мне нужно подготовиться перед тем, как пойти на склон Уван. Да и вам пора возвращаться на террасу Юйцинь. Знаю, что воля небес все еще ждет вас. Береги себя. Все будет отлично. Тенроберетик, приветик. Хорошо, тогда до встречи. И помни, чем быстрее вернешься, тем быстрее мы пойдем ужинать. И послушаем, как поет Юйцинь. Поняла? До встречи. Было так приятно провести это время вместе. О, что тебя сюда привело? Ты сегодня решил обойтись без чая? Это было неправильно наслаждаться чаем, пока мой работодатель трудится в одиночестве. Значит, у тебя все-таки есть сердце. Ты приняла решение, госпожа Ху? На протяжении всей нашей истории мы противостояли угрозам любыми доступными способами. Сегодня не исключение, мы должны принять этот вызов. Я впервые буду проводить такой ритуал, и никто не знает, как все пройдет. Но я знаю одно, я должна отправить смерть обратно туда, откуда она пришла. Ах да, путешественница подарила мне особенную монету удачи. Говорят, это одна из королевских монет. Ты разбираешься в таких вещах лучше меня. Можешь взглянуть? Это действительно королевская монета. Она символизирует удачу и может служить защитным амулетом. Поняла? В таком случае, после сегодняшней ночи можете вернуть ее путешественнице? Ты хочешь вернуть подарок? Почему? Путешественница дошла до Натлана, неправда, и посетила земли мертвых, неправда. Это должно было быть невероятно опасно. Она дошла до этого этапа без единой царапины, так что удача явно на ее стороне, но с каждым шагом ее путь становится все опасней, и это меня беспокоит. И если есть один шанс, что эта монета действительно сможет спасти человека, я хочу, чтобы этим человеком стала путешественница. Ты хорошо рассуждаешь, госпожа Ху, но ты не думала о том, что путешественница могла желать того же для тебя? Это еще одна причина, почему я не могу оставить ее себе. Я не знаю, что случится сегодня ночью. Если все пойдет плохо, и я не вернусь, я не хочу, чтобы путешественница нашла эту монету в обломках и подумала, что она не сработала. А если это ее расстроит? А если она начнет винить себя? Я не вынесу, если путешественница будет страдать. Ты понимаешь, о чем я, верно, Джун Ли? Боюсь, понимаю. Ты переживаешь, что вид этой монеты лишь сильнее привяжет тебя к мирским вещам. Ты словно читаешь мои мысли. Ты знаешь, как и я, что слишком сильная привязанность — это смертельный недостаток для главы ритуального бюро, слабость, в которую слишком легко впасть.
Но в этот раз я не могу повторить ошибку моего отца. Это сейчас важнее всего. Ладно, раз уж мы зашли так далеко, расскажу и тебе и остальное. Если не вернусь сегодня ночью, ты больше не будешь консультантом. Ты станешь 78-й главой ритуального бюро Вэньшэн. У тебя еще много работы, госпожа. В бюро никто не сможет занять твое место. Боюсь. Время жить, живи, пора умирать, умирай. Если мой час пришел, пусть так. Нет смысла сопротивляться неизбежному. Тем не менее, я советую тебе не забывать об осторожности. Сосредоточься на том, что нужно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло. И не забывай продолжение твоей фразы. Дело человека следовать за сердцем. Поняла. Ладно, пора. Мне нужно идти. Сегодня такой красивый день. Надо бы написать стих, чтобы сохранить этот момент. Алый букет распустился, улетела бабочка прочь. Холодный зловещий дождь. Беду в этот день не порочь. Кармин на листках? Что? Кармин? Что такое кармин? Кармин. На лепестках вечного покоя сады. Они покоятся там, благовония сгорают цветы. Одинокая бабочка улетает, но оставляет след. Нежный аромат словно объятие, даже если ее уже нет. В смысле мой косяк? Отстаньте от меня, чад. Нингуан, Ланьянь, мы вернулись. Итак, что вы хотели обсудить? Так, Сяо выбила с первой крутки, поздравляю. Так, жесть, вот это обидно. После прохождения сюжетки. Так, 20 круток потратив, выбил одного перца с обычной крутки, не выбил Легу. Поздравляю. Пусть мадам Лань все объяснит. Помните, я писала письмо домой, чтобы узнать насчет ритуала? Мне пришел ответ. О, Пэйвен помнит. Так Хутао была права. Никому не придется жертвовать с тобой, да? С собой? К сожалению, моя двоюродная сестра не смогла дать точного ответа, даже перерыв всю семейную библиотеку. Но поскольку ритуал черпает силу из артерий Земли, она предполагает, что правило жертвоприношения могло быть установлено самими горами и землей. Что ты имеешь в виду? Проще говоря, похоже, что исчезновение одного человека действительно неизбежно. Ведь мы не можем нарушать законы артерий Земли. К тому же врата смерти будут использоваться для подавления дыхания смерти. А это врата госпожи Ху. То есть ты хочешь сказать, что Хутао должна умереть? Если моя сестра права, но... Как же... Я уже сказала, это слишком... Это лишь предположение. Однако она дала мне метод, который, возможно, сможет спасти госпожу Ху. Вот, посмотрите. Ротанговая фигурка, которую я сделала для госпожи Ху. Одна из многих. Напомню, они впитывают злую энергию и вместо самого владельца и защищают его. С помощью техники, которую объяснила моя сестра, я смогла использовать несколько таких фигурок в ритуале. Таким образом, удар дыхания смерти распределился между всеми участниками ритуала. Все согласились с планом. Кицинь, Гуаньюй, Охотник на демонов, Цици, Бэйдоу, Елань, Ланьянь и я будем держать по ротанговой фигурке. Лиуэ всегда черпал свою силу в единстве. Именно так мы справились с гневом древнего бога без помощи властелина камня. И именно поэтому мы не можем позволить ритуальному бюро Вэньшэн в одиночку нести этот груз. Тем не менее, опасность дыхания смерти нельзя недооценивать. Последствия могут быть серьезными, даже если распределить удар между всеми. Мы хотели бы попросить вашей помощи, но выбор за вами. Если у вас есть сомнения, мы ни в коем случае не... Я в деле. Что я вам говорила? Я знала, что путешественница согласится. Ни на секунду не сомневалась. Тогда возьми эту фигурку. Я подключу тебя к ритуалу прямо сейчас. А? Что происходит? Странно. Что случилось?
Я все сделала верно, но, похоже, я не могу подключить путешественницу к ритуалу. Как такое возможно? В чем проблема? Все должно работать так же, как ритуал врат использует силу артерий на Земли, но артерии не реагируют на путешественницу, словно считают, что ее не существует. О, может быть, дело в этом? Артерии Земли не содержат обо мне никакой информации. Вот как. Значит, такова воля судьбы. Никогда о таком не слышала. А нельзя придумать другой способ? Не знаю, с таким я сталкиваюсь впервые. Я бы написала сестре, но времени нет. Да, праздник морских фонарей вот-вот начнется. Я понимаю, это неприятно, но в сложившейся ситуации у нас нет выбора, кроме как освободить путешественницу от этой обязанности. Надеемся, что мы сможем разделить бремя госпожи Ху и верим, что она вернется с победой. Покинув террасу Юйцин, вы какое-то время молча смотрите на ротанговую фигурку Хутао у себя в руках. Не успев опомниться, вы снова оказываетесь перед ритуальным бюро Вэньшэн. Кысыч. Где Кысыч? А, вон он. Темнеет. Может, пойдем к сцене? А мы что, реально не будем помогать? И, если что, я не могу бежать. Мигают. Я, не прям такие, но я запускал такие штуки. Давно. Это так медленно. Скорее, праздник морских фонарей вот-вот начнется. Не пропустите выступление госпожи Юнь. Осторожней, Янь Фэнь, так ведь можно упасть. Здесь столько людей. Надеюсь, у Хутао все пройдет хорошо, и она скоро вернется праздновать с нами. Синьюнь, сюда. Хутао попросила передать тебе эту монету удачи. Вот как? Она предназначена мне? А где она сама? Госпожа Воля Небес, врата начала готовы. Все подготовлено. Спасибо. Осталось совсем немного. Госпожа Ху, удачи нам всем. С праздником морских фонарей. О, Джун Ли! Почему мы сразу не подумали к нему обратиться? Вы про артерию Земли? Да, но откуда ты узнал? Я на самом деле уже какое-то время жду вас здесь. Джун Ли, ты можешь соединить меня с артериями Земли? Из-за твоей уникальной природы я ничем не смогу помочь. Ой, Пайман была уверена, что ты знаешь ответ. Так зачем ты нас ждал? Госпожа Ху попросила меня вернуть вам королевскую монету путешественницы. Почему? Жест доброй воли от госпожи. Она желает тебе удачи в твоих будущих путешествиях. А? Но, как же она? Думаю, это уже зависит от нее самой. Нет, должен быть способ ей помочь. На самом деле, мне кое-что приходит в голову. Есть метод 7-8 врат. Если метод 7-8 врат работает по принципам артерий Земли, то же самое должно касаться и процесса исчезновения. Но если ты не можешь соединиться с артериями, понимаешь, к чему я клоню? Что? Если я не могу соединиться с артериями Земли, и что это значит? Праздник морских фонарей вот-вот начнется. Мои дорогие соотечественники, смотрите, это госпожа Нингуан. Ого, я не знал, что госпожа сама будет проводить церемонию в этом году.
Наверное, все из-за ритуала, да? Департамент по делам граждан прислал уведомление, что в этом году они проводят церемонию при зажжении лунного фонаря. Под этим ночным небом, освещенным фонарями, я хочу почтить традиции наших предков. Мы молим об очищающем огне, который изгоняет зло, и о мире в нашей стране. Пусть церемония начнется. Здрасте, всем привет. Всем привет. Ой, можно я вас выключу для превьюшки? Кровь 3 родов и бешуй, что сольет артерии. 8 героев лягут кость под тенью, под иным верным крюком взбахнув под луной, взмахнув. Призову я лодку с собой, на воде я стану твердыней. Лязг клинков отступит пеной морской. Войны ведомой судьбой, но тише... Ой, я не успею. Эти субтитры очень быстрые. Давайте послушаем просто. Получилось? Думаю, все прошло хорошо, но... Что случилось? Вы выглядите так, будто увидели привидение. Ротанговая фигурка госпожи Ху сломалась. Я больше не чувствую ее присутствия. Что? Как такое возможно? Ты хочешь сказать, что Хутао, она... А? А что теперь делать? А где путешественница? Похоже, у нее случилось озарение. Я только что ее проводил. Озарение? Ты о чем? Честно говоря, я до последнего думал, что будет все хорошо. О, а это живая фигурка. Если я не могу подключиться к артериям Земли, они не смогут меня уничтожить. Значит, я могу заменить Хутао в ритуале, и никому не придется жертвовать собой. Главное найти ее. Вот это я одобряю. Поехали. Ее надо убить? Следуйте за Я следую. Прости, я не хотел тебя бить.
А, ее надо освободить. А, она впитывает все. Я думал, я ее сломал. Так, здесь тоже можно бегать, да? Все нормально. Подожди. 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 А, мы типа все равно туда пойдем? Врата возрождения активированы. Бить с гуски? Я не могу убить. О, могу. Ну, как будто бы... Сейчас, на следующем попробую. Ты куда? Пими, спасибо за подарочек. Жапастик, спасибо за подарочек. Вадимчик, спасибо за подарочек. Ли, спасибо. Азиза, спасибо за подарочки. Извините, ТикТок сегодня не работает. У ТикТока беда. Минус уши. Ой, простите, пожалуйста, я нечаянно микрофон ударил. Я нечаянно. О, мы опоздали? Ее здесь нет, но это ее вещи. Так, осмотреть трещины, где смотреть посох Хомы, осмотреть сломанную ротанговую фигурку. Я же могу все осмотреть, смотреть оберег. Давайте осмотрим фигурку сначала. Помнишь, для кого она была сделана, эта фигурка? Не сомневаюсь, что помнишь. Да, посох. Пламенный посох неподвижно лежит на земле, словно знает, что его владелица ушла из этого мира. Огонь на алтаре почти погас, но в пепле еще искрятся и играют последние огоньки. Все в духе Хутао. Кривое дерево в центре грани напоминает лунный фонарь этого года. На его стволе видны трещины, они ведут куда-то далеко. Осмотри трещины. Что-то вылетело из-за вашего рюкзака. О, это ж веточка, точно. Посохом забирай. Здрасте. Загробный мир? Перейдите на другую сторону к следующей жизни. Можно вернуться? Возьми цветок. А, это за мной остается. Я не хочу. Я еще не готов. Я пойду в другую сторону. Мне это не надо. Пустите меня. Я не хочу. Ладно. Да я иду. Ладно, скажу по-другому. Хутао, путешественница, пообещайте, что скоро придете на мое выступление, хорошо? Обещай, что не бросишь нас в этот раз. Ладно, ну ладно, согласна. А если ты не придешь, я отправлю путешественницу за тобой, чтобы притащить тебе за стол силой. Ой. Воспоминания? Почему это не срабатывает? Я думал, каждое полотно — это отдельные воспоминания. Ну ладно. Да, он туда уже не пускает.
Тем не менее, советую тебе не забывать об осторожности. Сосредоточься на том, что нужно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло. И не забывай продолжение той фразы «Дело человека следовать зову сердца». Попал как-то Тенра в загробный мир и кричит: «Путите, я туда не пойду, мне не надо». Ну правда же, мне там не надо. Это ивент Лока? Да, это с ивента. Это задание праздник морских фонарей. Дедушка, папа, вы пришли, чтобы забрать меня на ту сторону? Я хорошо работала. Я не подвела ритуальное бюро Ваншен. Ты справилась 100 раз лучше, чем я. Наша девочка самая лучшая. Отлично, тогда я могу уйти без сожалений. Мы гордимся тобой, малышка, но мы пришли только потому, что очень скучали по тебе. Я тоже скучала. Но вы хотите сказать, что не пришли забрать меня в загробный мир? Время жить живи. Пора умирать, умирай, дитя мое. Твое время еще не пришло. Да, день нашей встречи наступит, но всему свое время, не нужно торопиться. Смотри, кто-то пришел, чтобы забрать тебя домой. Путешественница? Не волнуйся, я справлюсь. Да, давай, все ждут тебя. Хэппи-энд! Сюда! Вы приходите все через 2 дня в дальний... Что-то... кого-то... Путешественница, ты наконец-то проснулась. Где-нибудь болит? Что случилось? Ты проспала целых 2 дня. Если бы Байджоу не уверил всех, что это из-за истощения, Паймон уже бы посидела от тревоги. Но, к счастью, ты пришла в себя. Байджоу оказался прав. Когда меня сюда принесли? В ночь праздника морских фонарей. Конечно же, Хутао сама принесла тебя на спине. Паймон так волновалась, видя тебя без сознания. К счастью, там был Джун Ли, который сказал, что все будет в порядке. Но все равно, почему ты ушла, не сказав ни слова? Хотела переплюнуть Хутао, которая сбежала и застряла в грани? Это была чрезвычайная ситуация. Да, Паймон все знает. Хутао рассказал нам, ты совершила что-то невероятное. За последние 2 дня тебя навестило столько гостей: Джун Ли, Нин Гуан, Лань Янь. Да почти все, кого ты только можешь вспомнить. Они еще здесь? Большинство уже ушли, но Хутао все еще ждет в главной комнате. Она была там все это время. Ладно, отдыхай, Паймон сейчас позовет Байджу, чтобы он тебя осмотрел. Ой. Ну вот, весь праздник пропустил. Ой, я вас опять выключу.
Японская озвучка, да, это японская. Вдруг вы чувствуете прохладные руки на своем лице. Давай еще раз угадай, кто я. С праздником морских фонарей, госпожа Ху. Отлично, ты меня узнаешь, значит, дыхание смерти не повредило твой разум. Ой, простите, я вас опять ударил. Я так рада, наконец-то я могу перестать волноваться. Добро пожаловать обратно, моя героиня. На самом деле героиня это ты. Да ладно тебе, здесь только мы. И ты хочешь обмениваться любезностями? Поверь, в этом я тебя переиграю в любой день недели. Как ты себя чувствуешь? Все прекрасно! Что? И все благодаря одному доброму человеку. Байджу тоже провел осмотр. И ты сама отлично выглядишь, учитывая, через что ты прошла. Но ты уверена, что уже готова ходить? Если перетрудишься, не успев полностью восстановиться, только навредишь себе. Я буду в порядке. Знаешь, я была в шоке, когда узнала, что ты рискнула ради меня. Когда ты стала такой отчаянной. Училась лучше, госпожа Ху. Смотри-ка, гавань Льюэ с этой стороны выглядит так красиво. Интересно, чем все заняты? Вон Тити явно куда-то торопится, наверняка соревнуются, кто быстрее добежит до монет удачи. А та девушка там, у нее щеки такие красные, как будто на солнце обгорела. Ага, ясно. Она ждет своего возлюбленного, чтобы вместе запустить фейерверк. На самом деле, мне Кирару рассказала, что в каждом эвенте морских фонарей есть два фатуи, которые всегда встречаются на празднике, и это как раз была та фатуи. И до стрима я их тоже видел, они стояли на причале, два фатуи, в общем, стояли там, у них там отношения. Какой чудесный вид. Так и вдохновляет на что-нибудь поэпичнее. Ну, вот, придумала. Пусть улицы наполняются весельем, пусть загораются фонари на небе. Свободная от прошлого отныне, и каждый день по-своему волшебен. Спасибо, путешественница. С праздником морских фонарей. Искусство цемень и усмиритель бед. Поэтичный, Тенра, простите, пожалуйста. Хочется поэпичней просто. Так, мне нужно найти еще одну монетку. Все получаю? А, еще же один квест, да? Сюда. Вот это мы выполнили. А где мои награды? Ну ладно. К заданию. Заключительная строфа. Освещение Таудоу. Так, отслеживать. Что там было написано? Я опять все пропустил. Подождите 2 дня. Да что ж такое? Баба. Тенер 13. Мне же сказали 12. Вы что? Коротенький остался. Окей. Так. У меня сейчас ухо с наушником отвалится. Простите, пожалуйста. Я нечаянно бью микрофон. Я же не виноват. Я же не садист. Сегодня. Так. Куда мы идем? Вот сюда. 13 монет, чатик. Все окей. Чатик, нет, сейчас, подожди. Тут же еще касцены. О, путешественница, Пайман! Сянлин, зачем мы тебе понадобились? А то вы не знаете, мы ведь договаривались устроить посиделки. Да, наконец-то пришло время собраться вместе за ужином. Ты ведь свободна? У тебя должно быть очень уважительная причина, чтобы отказаться. Должна быть. Не, мы затянули с этим. Что, не мы затянули с этим? Вся вина на Хутао. Ага, вот именно. Думает, раз она управляющая, ей все можно. Если людей за столом мало, она и не придет. Но не переживай, мы договорились, что в этот раз не примем никаких оправданий от нее. А? Кто эти мы? Я и Синтю. Он давно хотел собрать всех, но из-за состояния прадеда у него не было времени.
Ну вот чудо, и в ночь праздника морских фонарей его прадед вдруг очнулся. Синцю был так рад, что наконец смог выйти из дома, и мы тут же все спланировали. Ого, значит, его прадед тоже в порядке? Да, доктор осмотрел его, все хорошо. По словам Синцю, прадед после пробуждения ест как пайман. Теперь семья больше всего боится, что у него будет несварение желудка от переедания. Это, конечно, хорошие новости, но пайман как-то неприятно. Не переживай, наоборот, твой аппетит олицетворяет крепкое здоровье. Ешь сколько душе угодно. Кусай палочки, а не локотки. Хе-хе, отлично сказано, Сянлин. Да, именно так Пайман и стала нынешней Пайман. Вы увидите, в 22:30 выйдет ролик в телеграм-канале розыгрыша. Вы увидите, какой стала Пайман. Серьезно? И почему я об этом впервые слышу? Да, серьезно. Как сказала Сянлин, ешь сколько душе угодно. Кусай, чего там надо кусать. Я б тебе сказал. Не переживай, поговорим за ужином, Пайман. Нет проблем. Но где мы будем есть? Сегодня вечером в порту Илун. Синцю и остальные уже там. Ах да, и Хутао сказала, что к нам присоединится особенный гость. Кто это? Узнаешь на месте. О, Пайман, кажется, догадалась, кто это, но пока будет молчать. У меня тоже есть догадка. А? И кто? Такое лицо. А я тоже пока не скажу. Посмотрим, кто прав, когда наступит вечер. Даже Кысыч так часто провода не грызет, как ты микрофон бьешь. Я нечаянно. Так. Что? Не понял? Дождитесь... О, господи, да что ж с этим временем в этом квесте? Да какой снимок. Прекрати, да. Бум. Так, пошлите ужинать. Где? Сколько? Ой-ой, как далеко. Я что-то не вижу. А, вон же оно. Что? Я здесь даже не был. Мне бежать через всю эту... Я тут не был никогда, чат. Ладно. Давайте. Будем открывать телепорты. Отслеживать телепорт. Поехали. Давайте вас включу, пока будем общаться. Кирору говорит плюс примагемы. Ну, это хорошо. Может, у меня даже сегодня будет 15 круток, если повезет. Как крутанем? Как крутанем? 45 у меня уже откручено. Где мои бабки? Сайлентоннен говорит время. Это паутина, и ты ее узел. Руне Дейрфеллер говорит ня. Аня Мика говорит зато прогуляешься по красивой Локи, ня. Да, кстати, она реально Мелкер красивая. Говорит ня. Не. Эндрюс Камилька. говорит самая классная часть Льюэ. Но я здесь никогда не говорит был. Тенра, знаешь что? Что? Орле лучше Дехи. Уходи. Кирору говорит, ты немного не по той Забаньте дорожке его. пошел. А, точно, я же... Еплай Я что-то говорит, иду по дороге. глядишь на фонтейн и Смотрите, далеко какой там посмотришь. сундук. Пацаны, я за сундуком. Не надо. Кстати, я вне стрима еще прокачал немножко этих... Скажу. Таланты. Таланты и артефакты для Яньфэй. Эндрюс говорит, топ, давай на сундуки не отвлекаться по зязе, а то будет 2 часа идти, лол. Давай. Руне Дерфалер говорит, у Тенты лучший голос. Спасибо большое. Кирору Всё. говорит с ха-ха-ха-хах, ой, да не по О. той дорож. Осмотрите сундук. Бета Ник Фреми говорит, здрасте, Тенраня. Здрасте. Анимика говорит, Тенра, теперь талантливый хехи. Эндрюс говорит, ну если ток по дороге. Ну, по дороге, да. Давайте, что у нас там? Следующий телепорт где?
Давайте пойдем по вот этой дороге, потому что здесь больше телепортов. Назару IT говорит, могу отдать. Я уже вещи, прошел, ты а молодец. ты мне сет лолей. Нет, Сетлали я тебе не отдам. Магнитола на ножках Саки говорит, пута о себя, и Байджу прибыли решил. Ой, какие... А чё вы такие мощные, пацаны? Прекратите. Кируру говорит, он полчасика туда идти будет, учитывая все сундуки. Да, в смысле? Я же вот то, что вижу, оно же прям по пути было, алло. Ты Мэйди зачем Сифо выжил? говорит, за просто так отдам Дехиус 1. Бета Ник Фреми говорит, Отдавай. называется, сделал сброс сети, все сломал. Еплай говорит, пора персов до 90 угла качать. Пора, да. Анимика Кстати. говорит, да пусть побегает. Заодно от текста немного отдохнет. Ой, Кирору спасибо говорит, тебе. просто так отдам Делюкас 13. Блин. Он высоко, да? Но это будет очень удобный телепорт потом добираться до разных Руне мест. Дерфалер говорит, Видите, я не пошел за «Ахахах, ты сундуком». зачем выжил? Ну а почему, зачем он выжил? Мне все нравится красивый бархатный голос. Спасибо большое, Анатолий. Мэйвис Ифо говорит, Ой, я не отдам доползу. Цицис 6. Прыгай! Ай, молодец. Эндрюс говорит, они на 55 ранге до 90 левел открывается. Кирору говорит, прыгай в конце. Здорово, Теннер, Дракош, Ли говорит, привет. а я салатик нарубала, смайл, улыбка. Оцениваешь моих старичков? Я не оцениваю, я не очень в Геншине в целом разбираюсь, я новичок, поэтому я Бета не Ник могу Фреми оценить твоих говорит, я персонажей, больше прости. не буду вводить команду, которая удаляет драйвер на Wi-Fi. Зачем ты это ввел? У Фримена это очень странно, он постоянно заходит и пишет, что у них какие-то проблемы то с компом, то с чем. Зачем? Ладно, я не буду спускаться над этим Назару сундуком. IT Но вон говорит, того я Эндрю, убью. пожелай удачи на Орле. Пожелаю. А ты мне пожелай. Я тебе желаю, а ты мне желай. Удачи тебе на Орликина, чтоб ты ее выбил. Чтоб тебе она была. Чтоб тебе она выпала. Тихо, тихо, тихо. Что это? Анимика говорит, удачи вам на Орле. Ой, спасибо большое. А ты уже все выбила, да? И Сигну, и Орликина ты все уже выбила, да? Скажи честно. Скажи чатику, чтоб тебя начали не любить в чатике. Чтоб тебя все осудили. Вот тебе палка. Ой, палки нет, прости. Анимика говорит, Сигны пока нет, Арля есть. Понял. Кирору говорит, поздравляю Мика с Орлей. Мэйвис Ифо говорит, Осуждаем на играю почти 50% с релиза, тогда. до сих пор не шарю особо за механики. Вайфу гейминг гоняюсь, а Кадзуха Гань хоть Вот. и выбиваю редко новых, но качать лень долго. Вот это я одобряю. Вот Анимика это говорит, мой сам человек. Киля. Руне Дерфалер говорит, удачи и Тенры, и всем, кто будет крутить. Спасибо большое тебе Ли тоже. говорит, у меня тут огурчики, зеленушка, листики салатика, помидорчик, Как- редисочка, лучок, сельдерей. Приятного аппетита. Вкусняшка. Вкусняшка. Бета Ник Фреми говорит, ну жизнь такая вечна, у всех проблемы. Назару IT говорит, тебе тоже удачи на Орле. Спасибо. Аня Мика говорит, Не Пола. кричи. Никаких Ты что? осуждений, меня баннеры скамят. Магнитола на ножках Саки Не говорит, знаю, а я не Коршун знаю. проиграла, теперь у меня есть Сигна Шайхе. Классно. У меня есть этот Сигна Мавуики. Зато самой Мавуики нету. Магнитола на ножках Саки говорит, Шейнзе звездочка. Шеньхэ, я понял. Аня Мика говорит, мне вместо Сигны Арле, Коршун второй упал, подарила Арле. У меня Кирилл Дехи говорит, сейчас да тебе сходит с Светлане Сигней. выпало, а ей нет. Ты вообще ей сочувствовать должен, полишлайт скин тон. Вообще неправда. Собирай. Мэйвис Ифо говорит, ждала, думала, что будет Хроник и Надзума, хотела выбить Кто у тебя Сигну какой. ДД? У меня Чиори, я Аня инфей. Мика Ну, я говорит, инфей сейчас вот-вот. получается больше. Аня Мика говорит Кирару, ты такая умничка, Так, Аня. тихо. Нам куда? Нам наверх. Не понял. А я как сюда попал?
Встань. Пути. Яньфэй, кстати, неплохо дамажит. Назару IT хорошо говорит, кто в чувствуется. клане ня. Все, кто не в клане, Киреру всем говорит, бан. ну, самому пипец как везет, 50/50 выигрывает и не радуется за бедную Мику. Когда я выиграю? Я же проиграл, я же говорю, мне выпала Сигна Мавыки. Алло, меня Магнитола на забыли ножках игра. Саки говорит, отдай мне Сигну Мавыки, а я тебе Дехью. Согласен. Ли говорит, кстати, Меняемся. сегодня ходила делать слепки зубов для расчета брекет-системы. И чё, как, когда все будет готово? Мэйвис Фо говорит, если будет такими темпами раз в год, Прикольно. Хроник не скоро выбью Сигну Очень Сай, опасно? Почему если очень только не опасно? будет его баннер. Киреру говорит, Светлали, ты выиграл 50 А, раз будет хроник 50. скоро. Так, Сигну. И то, Ага. на 40 крутки. Так, пацаны, вы злые, вы добрые? Вроде обычные пацаны же, да? Это же не мобы. Да. Здравствуйте. 参考にしてみるわ。 Прикольно. О, прикольные ребехи. Ой, все началось. Все, я вас выключаю. Если говорить о самым сильным, то я бы выбрал Повелителя Ветра. Все-таки он основатель искусства цимень. Да, и мой голос тоже за него. Все-таки он мой предок. А еще Серебряная Ласточка. В таком случае я бы проголосовал за двух мудрецов Ляньшань. Обычно тот, кто живет в уединении и никогда не демонстрирует свои способности, оказывается самым сильным. Ну, по крайней мере, так в книгах пишут. Что скажешь? Если бы это был роман о боевых искусствах, то я бы с тобой согласился. Но после прочтения романа «Ночь в бамбуковом лесу» я уверен, что звание сильнейшего заслуживает белая лошадь из 3 бессмертных Тао-Доу. Наверняка у нее есть какой-то секрет. あれ А что насчет рыбака Юнилая? Даже нефритовое равновесие признала, что ее стиль фехтования основан на техниках владения удочкой рыбака Юнилая. Ну да, так говорят, но рыбалка... В этом контексте звучит как-то скучно. Хотя чаще, чем ты думаешь, рыбаки оказываются не теми, кем кажутся. Эй, вы все ошибаетесь. Самым великим был, конечно же, странник Уван и одинокая бабочка. Если без них ритуального бюро Ваншен не существовало бы. С этим трудно поспорить. О, все уже здесь. Путешественница Пайман, вы наконец-то пришли. А, Хутао, твоя шляпа. Хорошо подметила, Пайман. Да, я добавила еще одну веточку сливы. О, теперь у вас с путешественницей одинаковые веточки сливы. Кстати, а чем вы тут занимаетесь? Мы обсуждаем, кто из 8 великих самый сильный. Ха-ха, ну, что-то вроде. Открытая дискуссия, просто болтаем. Верно. Единственный способ решить такой вопрос — это использовать специальные очки из легких романов, которые показывают уровень силы. Стоит только взглянуть. Синсю подсадил тебя на легкие романы? Добро пожаловать, путешественница. Моя семья рассказала мне, что ты и Хутау провели очень рискованный ритуал и вылечили моего прадеда. Я не могу выразить, насколько я благодарен за вашу помощь. Что бы ни случилось в будущем, в торговой гильдии Фэньюй ты всегда найдешь поддержку. Это была командная работа. Да, я знаю. Мой отец и брат поблагодарят всех лично в ближайшие дни. Зачем столько усилий, Синтю? Не трать сил. Признай, здесь и сейчас, что сильнейший из 8 адептов — это одинокая бабочка и старик Уван. Тогда мы квиты. Ну ладно вам уже спорить. Все здесь, так что давайте за стол. Пайман, твоя очередь. Пора поделиться своей великой философией жизни со всеми. Хорошо, секундочку, как там ешь, сколько душе угодно, кусай, как там дальше, кусай палочки, а не локти. А, точно, да, именно так.
Ого, Пайман, нельзя же забывать девиз, по которому живешь. Плохая примета. Жизнь может стать сплошной чередой неудач. Давай еще раз с самого начала. Ешь сколько угодно, кусай палочки, а не локти. Вот этот настрой. Хе-хе. Можно приступать к трапезе? Пайман, а ты что, забыла про нашего особого гостя? О, точно, Пайман вспомнила. На самом деле Пайман уже догадалась, кто, но не хочет портить сюрприз. Ты звучишь неуверенно. Ты ведь и вправду не знаешь, кто это, да? Ладно, признаю. Но ведь очевидно, кто это. Но это, путешественница, помоги. Юйцинь? Верно! Это наша Юйцинь. Значит, ты помнишь, что она сказала в прошлый раз? Смотри, она выходит на сцену. Ого, это же руководитель оперной труппы Юньхуань. Невероятно! Никогда бы не подумал, что увижу ее здесь, в порту Илун. Приветствую всех. Точнее, всем большое спасибо. Угу. Я исполню освящение Таудоу еще раз для своих друзей, кто не смог присоединиться во время праздника морских фонарей. Прошу прощения за то, что не смогла организовать более грандиозную сцену. Ого, как здорово! Она устраивает представление для всех, кто пропустил его в прошлый раз. Тихо, она начинает петь. Вспомните эти громкие слова Таудоу. Я такой голос не сделаю. Среди диссонансных мелодий и трагический путь души двух миров, внимите моему зову. Я на самом деле вот эту музыку не понимаю. Мне это не нравится. Песни, точнее. Какие иллюзии ведут к тому, чтобы развязать пожар, где кровью и костями будет построен мир? Как кошку за хвост тянут. Отвратительно. Расчехляй свой фальцет. Ну да. Не-не, тени войны исчезнут со временем, а рассказы о спасении будут жить вечно. Пролитая кровь требует расплаты, законы жизни и смерти невозможно обойти. Пути небес всегда указывают верное направление, эгоистичные желания ведут лишь к погибели. Клятвы были даны, чтобы изгонять зло. 8 адептов подняли свои клинки против Таудоу. Хотя тело истощено, а душа исчезла, мечты и будут жить вечно. Ласточки возвращаются, чтобы построить новое гнездо, как и слезы с ветвями отмечают этот день. Кровь из ушей. Ну это отвратительно же, ну что? Надо будет какую-нибудь музыку, рэпчик подставить, посмотреть. Ой, так, тихо, я вас отключаю. Тебе стоило прийти с путешественницей Грани в тот день. Пойти. Я понимаю, что ты заботишься о благополучии путешественницы, но факт остается фактом. Это бы ничем не помогло. Если бы что-то пошло не так, я бы только помешала. К тому же Нингуан изменила планы и отправила меня в разлом. Я не знаю, быть в двух местах одновременно. Что? Я не могу быть в двух местах одновременно. Если тебя это не устраивает, почему бы тебе не подать жалобу на террасу Юйцинь? Пожаловаться воле небес на волю небес? Вообще-то я имела в виду нефритовое равновесие. Она не боится конфронтаций. Забудь. Главное, что все в порядке. Постоялый двор в Ваншу — прекрасное место. Как и весь Лиюэ. Не соглашусь. Хорошо сказано. Хозяин, еще одну порцию креветок в росе. В росе. Росе. С пряным соусом.
И миндальный тофу. Как мне больно слушать такую музыку. Да, на самом деле это считается очень круто, ну, в Китае, но я этого не понимаю, вот прям не могу. Бедствие миновало. Почему тогда у тебя такой угрюмый вид, воля небес? Благодаря госпоже Хуи, путешественнице, катастрофы удалось избежать, но мы все еще не знаем, что стало ее причиной. Капитан, ты, как всегда, хорошо осведомлена. Я доверяю твоей интуиции. Ты знаешь, что недавно в Натлане произошли важные события, связанные с артерией Земли и вопросами жизни и смерти. Заставляет задуматься, не связаны ли они каким-то образом на более глубоком уровне. Если так, то это выходит за рамки Лиюэ Натлана. Я сообщу своим деловым партнерам и буду следить за похожими случаями в других странах. Но сейчас предлагаю отложить тревоги и насладиться чудесным видом. В следующий раз такая возможность представится только через год. Разумеется, тебе не нужно учить меня соблюдать баланс между работой и отдыхом. Я ведь не Кицин. Тогда почему ты до сих пор носишь ту же старую шпильку? Я же говорила тебе, купи новую на мои деньги. Я бы не посмела потратить мору капитана Бэйдоу без окончательного подтверждения. А вдруг ты шутишь? Я бы этого никогда не пережила. Мне с тобой... Что? Мне с тобой выбрать тебе новую? Хорошо, меня это устраивает. Пойдем прогуляемся по ярмарке. Здесь такие очень близкие отношения женских персонажей. Мне это нравится, как бы я не против. Но они очень близкие. Ну надо же, с каких пор наша прямолинейная капитанша научилась читать между строк, а? Хватит, ты идешь? Почему бы и нет? Пойдем. О май. Гуаньюй, ты все еще работаешь? Тебе тяжело приходится. А? О, Кицин. Нет, все в порядке. Ничего необычного. Путешественница и госпожа Ху — настоящие звезды этого года. Это не повод недооценивать твой вклад. Конечно, они были главными героями. Но мы тоже сыграли свою роль и сделали все хорошо. Департамент по делам граждан отреагировал с рекордной скоростью, не так ли? Хотя на первый взгляд этот инцидент кажется незначительным в сравнении с бедствиями времен войны архонтов, опасность была большая. Если бы мы не нашли решение, последствия могли бы быть катастрофичными. Ты права. На самом деле у меня есть вопрос о методе 7-8 врат, который мы использовали. Почему я никогда не видела никаких записей о нем в павильоне Лунного моря? О, ты хочешь узнать об историях ритуала? Нингуан все выдумала. Что? Шучу. По правде говоря, письмо со всей ключевой информацией внезапно появилась на террасе Юйцин в тот день, когда нам это понадобилось. Даже Елань не смогла выяснить, откуда оно взялось. Погоди, информация появилась из ниоткуда? Тогда разве это не была рискованная стратегия с ее стороны, Нингуан? Со стороны Нингуан. Может показаться, что так, но если задуматься, все становится на свои места. Сколько людей во всем Лиюэ могут знать об идее и тайном искусстве, а также обладать способностью доставить письмо, не оставив следов? А, ты имеешь в виду наставницу и ее друзей? Понятно. А потом говорить, что это часть игры. Это вы игра такая, я не виноват. О, молодая хозяйка ритуального бюро Вэншэн впечатляет. Сянь Юнь, хранитель облаков, одна из просветленных и всемогущих адептов, долгое время жившая на вершине горы Аоцан. Теперь живет среди смертных и известна под именем Сянь Юнь. Сянь Юнь очень любит кулинарные деликатесы, увлекается механизмами и инженерией. Хотя она утверждает, что обладает замкнутым характером, у нее много знакомых.
знакомых. Но вряд ли обычные люди, общающиеся с ней, когда-нибудь свяжут эту веселую, энергичную женщину с легендарным адептом, который повелевает ветрами и движет облака. Меня заинтересовало, когда Властелин Камня решил стать ее консультантом, и только сейчас я поняла его истинные намерения. Да, и все же это редкость услышать такую похвалу от тебя, Хранитель облаков. Редкость? Прошу прощения. В прошлом ты могла бы сказать что-то вроде: хотя у девушки есть невероятная способность. Это не более, чем могли бы достичь Шэньхэ или Нингуань, если бы оказались в тех же обстоятельствах. Я бы никогда не унизила других, чтобы похвалить своих воспитанниц. Девушка из ритуального бюро проявила огромную решимость и стойкость. Разве это не делает ее достойной парой слов похвалы? Хе-хе, конечно, делает. И она не первая. Я давно живу в гавани Лиюэ. И могу сказать, что ритуальное бюро Ван Шен воспитывает выдающихся управляющих из поколения в поколение. Владыка песен из скитаний говорит правду. Тао Доу был нашим другом. Но он не был и врагом. Не был нашим другом, но и не был врагом. Если бы он не заботился обо всех живых существах и не вызвался бы пожертвовать собой, чтобы успокоить потусторонний мир, даже 8 адептов не смогли бы одолеть его, не говоря уже о 8 великих. Когда он стал гранью, то, вероятно, даже не предполагал, что смертные сохранят и будут поддерживать его новую форму столько лет спустя. Сказав все, что это, я осознаю, что имя молодой управляющей ритуального бюро все еще неизвестно мне. Ее фамилия Ху, а имя Тао. Ху, как в слове бабочка, верно? Нет, как в слове озорница. Шалунья. Тогда Тао должно быть тем Тао, которое означает озорство в нашем языке. Нет, на самом деле, это тот же символ Тао, что и в Тао Доу. Значит, Ху как бабочка и Тао как Тао Доу. Прекрасное имя. Ей очень идет. Нет, Ху как озорница. Бесконечные проказы и ненасытный аппетит. Мне только хотелось поднять всем настроение. Почему Хутао можно устраивать шалости, а мне нет? Все дело в имени. Если хочешь из торговца гор переименоваться в озорника, пожалуйста, вперед. Почему бы не выпить чаю? Этот редкий сорт — духовные ростки, который Властелин Камня привез из деревни Цинце. Было бы жаль упустить такой случай. Пусть в новом году будет больше хорошего чая, которым можно угостить. Уверен, что так и будет. Старикам позиции, да? Ты, наверное, не хочешь реальный контекст? Возьми Лизу и пачку влезть туда куда-нибудь на стенки. Ничего не понял. Так, все получается. О, я получил конверты. Та-да! Все-таки надо было пройти до конца. Наверное. Нет, это Юдзинь. Юдзинь, дорогая путешественница, на этом празднике морских фонарей у меня выступления на сцене одно за другим, так что я довольно занята. Поэтому подарочный конверт опоздал на несколько дней. Желаю тебе в наступающем году успехов во всех твоих начинаниях, и чтобы все прошло так, как ты хочешь. Я слышала о твоих великих деяниях в этот праздник морских фонарей. Ты действительно непревзойденная героиня гавани Лиюэ. Я как раз планирую адаптировать твою историю для новой оперы. Как только закончу, пришлю тебе билет в первый ряд. Сидеть и смотреть на сцену, где кто-то поет про тебя, думаю, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Спасибо большое. Так, новый подарочный конверт. Хутао.
Если ты не путешественница, не считай. Моя дорогая подруга, позволь пожелать тебе удачи, веселья, радости, хорошего настроения и счастливого праздника морских фонарей каждый год. Ты действительно превзошла себя в этом году. Я должна сказать, если бы не ты, кто знает, что могло бы случиться. Подумай только, если бы я захотела навестить тебя в следующем году, у меня бы не было другого выбора, кроме как порхать над тобой в виде бабочки. Ладно. Мой консультант всегда пристает, говорит, что нужно принять лекарство, так что я лучше пойду с ним разберусь. Но когда у тебя появится минутка, не забудь посетить свое любимое похоронное бюро. Спасибо, Хутао, обязательно приду. Можно не надо? Как-то не очень хочется, как будто бы. Так, все, мы это все прошли, мы молодцы. Ура, ограничение 18+ на стримах будет. В смысле? Так, что происходило? Лизу в пачку и залезть куда-нибудь. Зачем? В смысле, куда залезть? Объясните, куда залезть. Он про то, что тебе с извращенным мышлением в пачку классно, Лиза. Я знаю. Это да. Translated Кирайро. Кто шарит за конверты? Я и моя подруга отправили друг другу, но не видим письма. Короче, там какая-то проблема с ними. У нас Соната написала в саппорт, потому что письма, эти конверты не доставляются. Скорее всего, там есть какой-то баг, либо они в конце всего этого мероприятия будут доставлены. Я не знаю. А в сочетании с японской озвучкой это будет прикол. Ура, Гвенчи, так, это понятно. Конверты не работают, похоже. У меня конверт 3 дня публикуется уже. Да. Ну, короче, там разрабы что-то поломали. Что такое мне здесь? Это из-за этого? А как его пустить? Тоже сейчас его надо доставить? Нет? Использовать. Они сейчас летят, типа? А можно в коопе так делать? Чат, давайте запустим в коопе. А ты боевку делал, гем получал? Ну, если ты про Тетрис, то да. Можно в коопе. Да, ну окей. Так. Боевку. Давайте я посмотрю все, чтобы я выполнил все. Здесь у меня галочки стоят. Военная игра под фонарями, вот это? Не делал. Кажется, Миллилит чем-то обеспокоен. Ну, пойдемте, чё уж. Нам хватит на него времени 20 минут? Минлайн. Неужели этот сержант там не главный? Ох, остается только пожелать им удачи. В чем дело? Это ты, путешественница? Фух. Ты до смерти перепугала меня. Я думал, это сержант. Если он услышит, меня опять на тренировку потащат. Так, вы все еще тренируетесь? Разве сейчас не праздник морских фонарей? Чем больше праздник, тем больше у нас дел. Гавань Лиюэ огромна, туристы приезжают со всех уголков мира. Чтобы поддерживать порядок и обеспечивать безопасность, Миллилит организовали несколько мобильных патрулей как в городе, так и в дикой местности. Знаешь, что такое мобильный патруль? Считай что это команда миллилитов, которые оказывают помощь, где бы они ни находились. Если понадобится помощь, достаточно обратиться к отряду, и они не подведут. К ним можно обратиться, если находишься в опасности, потерял что-то или же заблудился. Но поскольку область, которую им нужно охватить, слишком велика, сержант вывел резервы подразделения, изначально находившиеся в состоянии готовности к тренировкам. Но в эти резервные соединения состоят из новичков, которые не проходили специальной подготовки. Поэтому сержант предложил провести учения, чтобы отточить их навыки. Говорят, сержант суров. Любой, кто проходит его обучение, содрогается, услышав его имя. Ты уже проходил эту тренировку? Можно и так сказать. Его тренировки действительно очень эффективны. Но стоит мне вспомнить об этом, как у меня ноги подкашиваются. Ты тоже хочешь попробовать? Во время обучения сержант часто упоминал твое имя. Он говорил, что ты не только
разбираешься в боевом построении, но и прекрасно владеешь рукопашным боем. Вообще-то нет. Чтобы точно показал... ты бы точно показал лучший результат. Я хочу попробовать. Отлично, твоя храбрость твоя храбрость подстать герою Лиюэ. Следуй за мной. В игровом процессе военная игра под фонарями. Вам предстоит выбрать различные секретные стратегемы и задействовать их эффекты в бою. Тем самым повысить боеспособность отряда и так и его способность накапливать очки. Количество секретных стратегем, которые вы можете использовать, будет увеличиваться по мере разблокировки новых разделов военных игр. Стратегемы боя бессрочно увеличивают количество очков, набираемых в одном испытании при победе над всеми врагами. Стратегемы нападения бессрочно увеличивают дополнительный множитель набора очков членам отряда в одном испытании. Это как бездна. Когда срабатывает стратегема изменения, очки, набранные отрядом, на некоторое время умножаются. Если активировать такие стратегемы во время их действия снова, их продолжительность обновится. После победы над волной противников, базовый счет, полученный в результате их поражения, множитель сложности, дополнительный множитель счета и множитель, связанный со стратегемой, изменится, если не активирован, то равен 1. Будет умножен друг на друга, чтобы в итоге получить окончательный счет за победу над этой волной. Когда военная игра будет завершена, вы получите итоговый счет текущей волны. Все? Окей, ну здесь тут чуть-чуть. Мы посмотрим обязательно в конце тизер. Фонарей было так, может тизерок. Ну давайте хотя бы начнем, посмотрим, что здесь происходит. Я тогда могу остальное вне стрима пройти. Так, ключевой момент. Я не могу посмотреть противников, обычный. Так, множитель очков сразу ставь побольше, снизу под противниками. Окей. 90 уровень. Ну давайте попробуем. Когда активируется стратегема изменений, очки, набранные отрядом, умножается ограниченное время. Повторная активация этих стратегем, пока они активны, возобновят их действие. Это мы читали. Пробный персонаж. Не-не, у меня есть пачка, извините, простите. Все. Мне здесь ничего не нужно выбирать. Мне нужно выбирать. Стратегема боя. Стратегема боя увеличит количество очков, получаемые за победу над каждым врагом. Ревущее пламя. Если персонаж активирует реакцию горения, это у нас будет. Базовое количество очков, если активирует реакцию бутонизации, у нас вот это. Окей, здесь. Мастерство стихии. Это нам нужно для этой сахарозы. Урон взрыва не надо. Нападение, ночной пролет. Так. Когда активный персонаж в состоянии благословения ночного духа, у нас такого нету. Когда персонаж под защитой щита, отливает врага, бонусный множитель, вот это у нас есть. Когда персонаж содрогает в течение 9 секунд. Не, вот это возьмем. Так, это у нас по дефолту выбрано. Все, погнали, офигенски. Начать. Горение — это дендры огонь? Подожди. Горение — это же когда ты поджигаешь их, нет? Кажется, я что-то не так понял, да? Неко, привет. Стрим идет 1:43 минуты. Кирору говорит удачи. Спасибо. Аня Мика говорит нет. Реакция горения — это огонь плюс дендра. Ну чат, я, конечно, вас винил. Какой кристалл? Где кристалл брать? В смысле там нужно было брать, окей. Ну, тут уж простите, извините. Уже все. Кирору говорит, мы тебе писали. Не надо тут. Не, вы все равно виноваты. Назару Айти говорит, я лучше взял пробного перса. Тихо.
Где? Дед? 岩山八九天道万象 安全距離 Аня Мика говорит, не писали, наши пальчики устали, а Тенра пошел на ような пролом. 弱さでね Я человек простой, как говорится. 炎踏んどけ Эндрюс говорит, мы тебе писали, а ты поспешил. Я не спешил. 天 Я... 女盤石天理長 Отстаньте, чат. Я пытался. Я ж хорошка. 超拡散形態 Епрлай говорит, а вот для этого и нужен был бы Кинич. 新天道地 ファッションは私 Кирору говорит, тут ночной дух нужен. Тут что? Точный дух нужен. А, 岩山八九 это ночной дух, это прикол на Натлана, да? 安全距離確認 Или Сумеру? せ天道万象 А, я не успеваю. 霹靂先陣 燃えよ Аня Мика говорит, да. Испытание выполнено? Как-то стыдно стало. Так, выбор уровня. А, не надо заново выйти, да? Епрлай говорит, Отряд. хехи. Вот. Ладно. Кирору говорит, да, Натлана. Этого челика легче натланцами ушатать. Короче, давайте так. Рамиль Щит я в Зарипов любом говорит, случае я выпил оставлю. лань-янь. Поздравляю. Аня Классно Мика говорит, тебе. поэтому не брезгуй пробными персами, Ола. Я вот ее возьму тогда. Эндрюс говорит, у Я тебя Чиори пачек могу нет. убрать. Поэтому тебе придется играть пробными. Угу. Кирору говорит, не ну смотри, почти 50 очков набрал. Кирору говорит, Кинича бери, не Эмилию. Почему? Она прикольная, она выглядит классно. У меня вайфу гейминг, отстань. Так, и берем тогда, что у нас здесь? Эндрюс говорит, Кинич Кристалл? и Эмилию бери, это парная пачка. Ну, чат. Здесь что мне брать? Вот это? Или щит оставить? А для бонусным множителя или отрядом увеличим на Епрлай 2. говорит, тут, во-первых, нужно увеличивать за счет стратегем колва очков, а еще не ставь самый последний уровень. Аня Мика говорит, у Кинича ночной дух Ола. Кирору говорит, она нет натлановская. Все, я Кирору возьму. говорит, не звездочка. Назар у IT говорит, тебе нужен Кинич. Какие Эндрюс вы говорит, злые, я не Гарини, могу. Кинич Эмилия и Пира Перс. Так, ладно, деда убираем. Вот так получается? Тогда мне сахароза не нужна. Тогда вместо сахароза я могу взять деда. Чтобы щит ставить. Меня обижать будут, чат. Вы же понимаете. Кирору говорит, давай. Вот здесь у меня правильно стоит? Ночной дух? Можно так, окей. Эндрюс говорит, можно так. Кирору говорит, и максимальный уровень не ставь. Ну Аня Мика почему? говорит, в стратегеме возьми горение. Стратегема горение. Горение. Стратегема боя. Вот это, да? Изобилие, всплеск, резкое движение, Эндрюс ревущее говорит, пламя, но лучше карманный пира, урон, а не расширение. дедышник. А где ты видишь горение? А, вот реакция горения, вот это. Лучше карманный пироурон, а у меня таких нету. Не, у меня есть, но они не вкачанные. Я так понимаю, это... Кирору говорит, Сянлин. который кидает Сянлин, да, вот это вот Еплай вокруг говорит, в делает нижнем возьми фигню. урон или навыка. В нижнем возьми урон элементального навыка. Урон элементального навыка. Взял. Короче, пойдем так. Я буду ей бить, она у меня вкачана. Эндрюс говорит, тебе просто статус пира нужен. Кирору говорит, делай, брат, делай. А бить я кем буду? Ой, я не поменял уровень сложности, блин. Ладно. Кирору говорит, Киничем бей. Ничего, окей. Еплай говорит, Кинич. Вы же понимаете, что я не знаю даже вообще, как ими драться. Аня Мика говорит, Что я делаю? Почему я летаю вокруг него?
Я летаю, я ничего не могу Эндрюс понять. говорит, бить Кинчи. Надо было сначала Пирес, да, Кирилл говорит, повешать? вот как раз узнаешь. Ой, как он быстро отлетел. 通じないなら管理します我に光 Она такая красивая. Спайдермен. У IT говорит, уровень поменяй. 新天道地 Епрлай говорит, следи за тем, чтобы Пира статус всегда был. 退路はない Как я делал? Вот. Ну это читы какие-то, нет? 天道ここにある再構成します切り取ら Пирору れて散り говорит, なさい где он за Майнкрафтера играет это Какого Майнкрафтера? Епрлай Ну говорит, это нереально, это что что за Кинчи дымак? того, Что это что такое, он чат? слышишь. Это незаконно же. Мика Где говорит, кто? Это не читы, это реакции. 激律戦 Это читы реакции. 開始し Сейчас щит повешу. 暗山八九天理チョーク Пирору говорит, Кинчи местным Майнкрафтером называют. 退路はない А. Назар у IT говорит, это Кинчи. Что это за жесть? Почему они улетают, как вообще непонятно кто? Епрлай говорит, это нормально составленный отряд. Это незаконно, чат. Перестаньте, прекратите. Что это такое? Эндрюс говорит, ваш чатика послушал, сразу как урон пошел. Ну это... Ну Пирору что это? Ну, говорит, да, а не твои два деда в команде. так у меня такие ничего нету в реальной жизни. Что за жесть? Простите, я вас опять ударил. Но это же нереально. Я не Аня Мика понимаю. говорит, ха-ха, удивление Тенры, как отдельный вид искусства. Ну, чат, Кирору говорит, Грац. спасибо. Гринвуд Что мне... говорит, Здесь можно привет, теперь привет. два выбрать. Что мне еще брать? Привет-привет. Аня Мика говорит, та за шу по ушам настучал. Простите, пожалуйста. Мэйли Я потом Зефо говорит, исправлю это. капец, я еле 2 звезды фармила. Я, не... Епрлай я сам в говорит, шоке. Слушай почаще, что тебе говорят. Кирору говорит, вспышку ночного духа. Вспышку ночного Эндрюс духа. говорит, сначала в отряд зайди, Гаянь, кто в пробных. Нека В говорит, смысле? решила зайти А, через теперь YouTube, а то по-другому? голосовой чат чё-то в ТикТоке А, не работает. да, Пингвин ТикТок- Буя Винтер. Ну ТикТок или не это только у работает. меня так. Не-не, ТикТок Назар отвалился. IT говорит, сделай сначала отряд. Вот так вот по-любому брать Эндрюс пробных, да? говорит, от отряда стратегемы выстраиваешь. Окей, я беру вот этих. Кого еще брать? У меня... Что у меня по противникам? Вот эти пацаны. Я не знаю, это же обычный, это электро, это обычный. Обзор наград. О. Вкусненько. Так вот, отряд. Рассказывайте, чат. Епрлай говорит, да, бери пробных и вспышки ночного духа в стратегемах. В смысле, везде, где можно вспышки брать? Полная Эндрюс говорит, готовность. тут бери пира электро каких-нибудь. Назар у IT говорит, уровень поменяй. Да мне пока вроде так норм. Епрлай говорит, разные стихии Вспышка бери вот. для часки. А здесь... А здесь что? Защита персонажа, мастерство стихии и урон взрыва. Давайте мастерство возьмем. Я здесь не могу. Все окей. Так, разные... О, я же не умею играть совсем. Она же как-то Эндрюс говорит, летает там. часка шила пира перс и электроперс. Нека говорит, я еле Пира так и на 2 электро, ну звезды окей. прошла все. Фишель. Да, я взял. Кирору Ну давайте говорит, попробуем. Капец, чат. Гринлу говорит, так давно в Генш не играл, аж захотелось. Поиграй. Как играть? Аня Мика говорит, Как? на часке. Ешфу ткнул и ЛКМ стреляй. Ультой стрельнул. Еплай говорит, на часке зажимаешь. Как-то ешфу, она- и не, она же сейчас как-то она взлетает, сам нет? пускает. Сейчас. 黒き翼よ Аня Мика 注意を говорит, задерживай ЛКМ только. Кирору щас. говорит, всех саппортов сделал и потом чаской и зажимай. Е зажимать. Зажимать? Так. Все понял. Нека говорит, сегодня совместный режим будет.
а походу уже не Назар будет. Уайти говорит, сначала шилами мишку лизаешь и потом часка. Понял. Вот вам кьюшка. Вот тебе ешка. Вот тебе ешка. Не падай, ну Макс, ну прекрати. 答えなさい Так, ты. Возьми ее, женщина. Эндрюс говорит за шилами после ешки обещательно 2 автоатаки. Зашил он после лишка обязательно 2 автоатаки, окей. Ну что это за читы? Как ей легко играть, вообще невозможно. Так, Шиланин. Е обязательно 2 атаки. Раз, два. Окей. Я надеюсь, это так работает. Не надо попадать по противнику. 断罪の名によ Отстань от меня. Он по мне не попадает, потому что я в воздухе, серьезно? Это не считается щитами, Дипломай да? говорит, атаками надо попадать. Окей. Эндрюс говорит, ток ты должен попасть. 夜の Аня Ника говорит, ха-ха, попадать по врагам. Не Зачем? слышал. Не, зачем? Не прошел, да? Да. Я думаю, я повторю, потому что я тупил. Сейчас будет все нормально. 風が立つぞ А мне вот этими остальными вообще обязательно бить? Или мне брать только Шелонена и Часку и все? Они мне остальные нужны только для того, чтобы что-то происходило внутри. Расскажите мне вот это. Аня Ника говорит, это был разминочный. Теперь давай серьезно, 姿を見 Хейхи. せよ Да-да-да. Милашка говорит, привет, Теннер. Привет. Проснулась вновь перед ночной работой. Не люблю их, но надо. Эндрюс говорит, ульты выкидываю. Хорошего тебе рабочего дня. Понял. Еплай говорит, порядок нужно такой делать. Либо фишин, либо Енфей накладывай статус, затем удары Шиланин, и потом Часка. Ну, я примерно так и сделал сейчас. じゃあ行くよ どよめく進学 断罪の名に Ну, вроде получше сейчас. Махгуси говорит, что я пропустил Часка. А все, ты думала, она Ника твоя, говорит, теперь Часка все. вообще сильная копать. А это читы, я считаю. Я Милашка считаю, надо говорит, Макса Эндрюс Гаса любит забанить. сейчас всю бездну. Аня Мика говорит Максу здрасте. Махгуси говорит здрасте. Все, Часку выбил. Нека говорит Мухихи. Кирору говорит, тут твою жену украли газ. Угу. Давай, убей, Эндрюс успеешь, говорит, ты же Часка чит. максимально Читы. рандомный перс, может проткнуть нужный элемент, а может и не Читы. проткнуть. Ага, не успел, читы. Махгуси говорит Тенра. Каково играть Нет. в Часке? И читы считаю я. Махгуси говорит не имба же, да? Имба. Вообще имба на самом деле. Так, давайте что? Очков x4, 70 уровень, да, у нас будет? Давайте попробуем. Или у меня проблема с персонажами, или я что-то не так делаю. Мне казалось, я сейчас, более-менее сделал. Кирору говорит, ты хотел там это все пройти вне стрима, кахаем. Эндрюс Да говорит, бей! у тебя почему-то Да. стратегема не активируется. Серьезно? Еплай говорит, не иронично вообще не имба. Может быть, да, реально, может у меня... Ой, да Анника говорит, ё-моё. дубль 3. 風が立つぞ А почему? Может, поменяем стратегему тогда? Анника говорит, ой, дубль 3, звездочка. Тихо. Вы ничего не Махгуси видели. говорит, а ты персов других в команду не можешь поставить. Могу. Кто, где? Что-то в этот раз очень быстро. А, потому что они же Кирору говорит, мелкие. Ника. Бубль 断 тоже 罪の名 классный. において Нека говорит, Янхей тоже ДД2ДД друг другу не могут じゃ помочь. あ行くよ 撃て今だ
Не, она же мне просто для пира статуса, там не важно, что он ДД. Аня Мика говорит спасибо Кираруне. どよめく進学 Махбуси говорит любой огонь, вода и лед. Не важен уровень и их скилл. Ну вот, я про это же. Но эти, конечно, прям рассыпаются. 撃てロックオン消え失せろ Ай-яй, подожди, мне надо 2 раза себя ударить. Прости, не забит. Аня Мика говорит МБ сет Лоли вместо Шила попробуешь. Давай. 風が立つぞ Просто исчез. Ну что это за читы? Ну как это вообще возможно? Чат. 撃て全弾発射じゃあ行くよ断罪の Нека говорит, тебе, наверное, пачку надо поменять. Еплай говорит, у него сет Лоли Жесть. сета на тван. Это же даже не босс уже получается, это Кирару обычный моб говорит, какой-то. 2 звезды. Делай, делай. Чё? О! А, здесь 100 тысяч надо? Не понял. Подождите. Давайте я поменяю отряд. Аня Мика говорит, ну да точка без сета, то такое. Кого вы мне Смайл говорили Сон. поменять? Поменять на сет лолей, точнее сет лолей на кого? На нее? На вот нее. Правильно? Вот такая пачка. Вот это. Милашка говорит, меня и YouTube булит. Не зачитал Пхаха. Ведь Нека ладно, говорит, забери награды. доказывающий копье, Кирару говорит, нет. Все, Шила, давай, немножко, чтоб пока-пока. Часка нормально била. Еплай говорит, да, вместо твоих персов будет норм. Нет, шелонен, чтобы Махбуси часку... говорит, Не понял. поставь огонь, вода и лед. Огонь, вода Кирару и лед. говорит, ну в полной мере, но Сетлали у тебя так себе. Да у меня как бы все так Эндрюс себе. говорит, Но я ж так возьми понимаю, карманных часка тут Деда. будет бить. Но я могу вот так вот взять. Еплай говорит, Шиланин не Ну и меняй. вот. Так, вы определитесь, чат. Я могу взять вот так. Кирару говорит, вместо Шиланин Сетлали поставить тебе говорят. Ну я поставил. Шелонен я же убрал. Ну давай, типа, вон на Макс говорит. Он же типа задрот с этой чаской. Так, деталь... подожди. Как... Ключевые... Еплай говорит, Шиланин с сетом, который бафает ему урон. Вы чего? Эндрюс говорит, часка Шила Фиши Сетлали. Так. Куда, подожди, как? Шелонен... Часка, Шелонен, Фишель, Сетлали? Частка, Шелонен, Фишель, Сетлали. Давайте попробуем. Я хотел, блин... Махгуси говорит, сравнишь. Махгуси говорит, оставь так и попробуй. Я следующую, Нека говорит, следующую вообще играй на том, на ком удобно. пачку попробую Махгуси говорит, и собрать будет. сам. ロックオン今だチュレ Эндрюс говорит, забыл стратагему перестроить. 姿を А надо было? 口封じは任せたから Вы же не сказали, а лучше. 飛ぶか Как же он Назар разваливается. Уайти говорит Сетлоли, она бафер. 消え失せろ Я знаю. Но он и есть. Где? Ой, умер. 響け格の目 Еплай говорит, какая часка рандомная, конечно. Угу. ロックオン撃て今だ全弾発射 Где? どよめく進学火炎を切る悪用の力を思い知りなさい今だ撃て Анимика говорит, Вайс с роботом и Помер робот. Нека говорит, ты кого-нибудь хочешь выбить. Да, Арлекина. 消え失せろ
Быстрее, быстрее, мать. 山の地断罪のない手加減なしよ。飛ぶか今だ撃てロックオン司令 И чё, и чё? Ну нет. Ну чат. Отряд. Блин, у нас уже стримчик подошел к концу. Давайте я сделаю так. Кранкерентрайт говорит, Я висит возьму Doggerhit.com вот так, today вот так, and effortlessly и boost вот your Twitch rankings. Так, она же у нас Пути. как раз то, что... Не, Эндрюс вот говорит это поменяем. 64. Не, оставлю ее. Кирору говорит, часка с Геа не играется. Я понял. Нека говорит, я хочу выбить Ся, но боюсь, что я им не буду пользоваться. Можно на Твиче забанить человека? Эндрюс говорит, пора тизер смотреть. А это потом уже. Сейчас я вот так попробую и все. Так, Ев. さあ働きなさい。シトラリー気使っ下がる。準備 Ой, зря. Вот это не надо было, конечно. 今だ Хотя... 2 выстрела? Серьезно? Это что такое? Ну это же незаконно, ну чат, ну я серьезно. Это же не смешно совсем. 飛ぶか Нека говорит, капец, она сносит. Да просто Аня жесть Ника говорит, какая-то. колдуй на орлю для Тенры. Халай Махалай. Ой, спасибо тебе. Ой, спасибо тебе, мать. 口封じは任せたからね。 Где? 下がる。 Не бегай. Серьезно. Не надо. 今だ Ну что, ну как? Бум. Еще и заморозил. Бум. Он выжил чуть-чуть. Такое бывает. 全弾 Просто я не понимаю. Макс, он читер, я понял. Он играет на легкой сложности. Всю жизнь проходит. ロックオン Кирору говорит, на Арликина Сигну выбивать будешь, у тебя там 100%. 悪用の力を思Аняい知ら Ника せ。 говорит, Ой, вот я не она, знаю. сила стихий для часки. みんなを Нет. 守るからね。 Да, куда? Бей! Мать, ты что? Прекрати. 今だロックオン Кто? 消え失せろ Так, тихо, 手加 вот 減 ты, なしよ。 ты. Ты. 風が立つぞ撃て Кто еще? Ты. ロックオン За один удар Если копить на отлетел. Орле, там уже через 10 дней баннер закончится. Почти. Ну все, это я считаю правильно. Чуть-чуть затупил. Я сделаю последняя попытка и все, и смотрим трейлер и заканчиваем. А, еще и крутки будут. Что это? スイーツエミネの契約を果たせ。シトラリー気使った。もうええよ。 Аня Ника говорит, было 元 близко. 気出してよ。 Раз. ロ Два. ックオン И раз. И два. 司令 Нека говорит, немного осталось. 下がる。よっ。 Не хотел, ладно. Да, поменяй. Ты не мог умереть, да? 悪用の力を思い知りなさい。あ、もうこのミュージックスタート。飛ぶか撃て Так они еще и станятся, типа, 今だ они не могут ничего сделать из-за того, что замораживаются. 全弾発射手加減なしよ。いくぞ。短所決定。風が立つぞ Аня Ника Тихо. говорит, у Тенры там аж пальцы с клавы дымятся. Хе. Кто, где? Кто? Ты зачем прячешься от меня? もうええよ。元気出してよ。
Лёгком. Кажется, в этот раз хуже, да? 30 тысяч всего. Киеусеро. Кирару говорит, еще не вечер. Эндрюс говорит, тут все время эти потлюи со своими белыми щитами забирают. Имада. Уте. Имада. Ну, мы также, вот я вот этого Говорит, больше на ударил. чашке очень много рандома в том, какие пули будут. Ладно, давайте заберем, что у нас есть. Я могу потом либо на следующем стриме пройти, либо вне стрима это сделать. Как хотите. Так, здесь что? Куда смотреть? Сюда. Че он? Вкусняхи. Это я, короче, я хочу либо ее забрать. Махгуси говорит, Но я не пока переключайся склоняюсь на к других Нингуану. персов. И когда мало хп у врагов, не заряжай фулл обойму. А как это делать? В смысле не переключайся? Мне же нужно вешать на них статусы. Разве нет? Кирару говорит, с Нингуан будет геопачка. Я не знаю. 14 Николай круток. говорит, ну с Нингуан глиномесский Ну отряд что? сможешь собрать. Чатик, давайте покрутим. Назар у IT говорит крутки. Крутки. Мека говорит уры крутки. Все, Эндрюс вы готовы, говорит, дети? Лань-Янь лучше. Поехали. Нингуан как гео-ДД устаревший перс во всех смыслах. Так это же вайфу. Эпос о драконоборцах. Аня Мика говорит, Предвестник Зарии. крутим-вертим. Предвестник Зарии. 55 у меня уже откручено. Изумрудный шар. Меч драконьей крови. Эпос о драконоборцах. Рукостоп по магии. Ой, спасибо, око сознания. Игра, люблю тебя. Меч небесного всадника. Рукостоп по магии. Спасибо, игра. Спасибо, игра, твар. 56. Епрлай говорит, мне на 84 сегодня Меч выпал, драконьей крови. так что рано жалуешься. Ну, как-то мне не Эндрюс хочется. говорит, Нингуан тебе и так со стандарта выпадет когда-нибудь. Аня Мика говорит, Меч небесного точка, всадника. вот что игра думает о тебе, Пеки. Кирару говорит, гача-гача. Гача, Эндрюс гача, говорит, гача, Нингуан мучи. тебе и так со Чёрная стандарта кисть. выпадет когда-нибудь. Ну-ка, я понял тебя, игра. Спасибо. Эпос о драконоборцах. Все, покрутили и хватит. Ну вот, еще можем сюда крутануть. Эндрюс говорит, вырубил VPN. Сразу сообщение дублируется, ну и мое. Нека говорит, гадаю тебе на раннюю легу. Металлическая тень. Епрлай Уже поздно говорит, гадать на пахнет раннюю. скамом. Пахнет скамом, да. Аня Мика говорит, Пахнет через 3 камом. дня магазин обновится, 5 стандарт и 5 лег круток Ой. купишня. Угу. Ага. А кто мою горящую жопу вылечит после всех этих унижений? Где мой дневник? Мне надо это записать. Ладно, так, давайте посмотрим. Эндрюс отправлял там... Я надеюсь, меня за него не забанят. Кирару говорит, Чари вылечит. Угу. Так, Эндрюс, где Эндрюс? Вот. Ну что, давайте я выйду из игры, и мы посмотрим... Давайте вот так вот выйду из игры. Мы посмотрим трейлер. Готовы? Так, я вас выключаю. Мудрецы считают себя всезнающими, но лишь мы способны увидеть добродетель в безумстве этих поступков. В этой войне ни одной пешки не будет пощады. Ведь после шаха и мата партия не заканчивается.
Сегодня мы собрались, чтобы помянуть нашу дорогую соратницу. В честь принесенной ею жертвы все работы в стране будут остановлены на полдня. Какие-то там полдня. Говорят, настоящая валюта Банка Северного Королевства – это кровь и слезы. Но, господин мэр, даже для меня, банкира, это как-то чересчур. Розалина пала на чужой земле. Но вам, черствым дельцам и сановникам, что только и ищут предлогу укрыться в безопасном тылу Родины, вам ни за что не понять. Поэтому лучше бы вам заткнуться. Не то еще детей до слез доведете. Эй, довольно. Даже мне не кажется, что сейчас подходящее время для схваток. Какая нелепость. Несмотря на средства, запятнавшие ее честь, жертвы Лейфальтер достойны великого сожаления. Ее потеря не остановит нас. Но Доторая, что насчет Скоромуша и сердца бога Изанадзумы? Принято считать, что божественную мудрость разумными средствами не постичь. Покорив божественный взор, он сделает следующий шаг. Пора покончить с этим глупым представлением. Зрителей у вас уже не осталось. Да запечатлятся благородные жертвы на льду и пройдутся страной сквозь времена. Именем Ее Величества Царицы мы завладеем силой богов. Абсолютный покой. Таков дар царицы, такова ее милость. Теперь ты покоишься, укрытая слоями льда. Но я, Розалина, обещаю тебе, твоим последним пристанищем станет весь старый мир. Доктор, сегодня ты выглядишь особенно молодо. Ты прекрасно знаешь, что мне нелестно это слышать. Ну и где же наш полный жизни срез? Он занят небольшим опытом по осквернению. Коллеги, пора выходить на патрулирование. Да, я сейчас, мастер Тигнари. Что это было? Ну, как-то так. На самом деле, я этот ролик, оказывается, видел. Как только я убил... как ее забыл? Короче, снежную вот эту... Как ее звали? Которую я в данжике убил. Сеньора, да. Как только я убил Сеньору, мне Фокс отправил ролик и говорит, посмотри, это вот теперь по сюжету. Да. Вот, поэтому я этот ролик уже видел, но если кто-то из вас не видел, то вот. Прикольный синематик. Геншин прям молодцы. Ну что, чатик, на этом все. Remember, поздравляю тебя с Арлекино. Ты молодец. На стрим сейчас у нас сварить они в одно лицо. Понял, принял. Извините. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Спасибо за подписки, за лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Всем до встречи. Скоро в Телеграме будет розыгрыш. Увидите, как Пайман изменилась. Что с ней произошло и так далее. История Пайман продолжается. Все, всем спасибо. Всем пока. И как всегда на прощание. Все, давайте, чатик. Пока-пока. Так, вырубаем ТикТок. А теперь вырубаем все остальное. YouTube, Twitch, Трова. Вам отдельное пока-пока.